Друзья, приветствую всех подписчиков моего канала. Сегодня я буду готовить для вас эмеретинский сыр. Эмеретинский сыр – это визитная карточка сыроделия Северного Кавказа. Вот такой мягкий, сочный, с такими вот дырочками. Прекрасный, вкусный кисломолочный продукт отлично подходит для приготовления хачапури. Готовить эмеретинский сыр я буду из обычного магазинного молока. Вот такие вот у меня есть литровые пакеты, жирность 3,2%. Это 100% натуральное пастеризованное молоко. В свою 10-литровую кастрюлю я вылью 8 таких пакетов. Хочу сказать, что молоко здесь у меня в пакетах пастеризованное отличного качества, которое не содержит никаких консервантов. Если его просто поставить при комнатной температуре на сутки, на столе оставить на кухне, оно скисает. То есть это показатель того, что молоко именно натуральное. Единственное, что оно прошло пастеризацию. Литров молока нагреваем на медленном огне до температуры 34 градуса. Вот такой у меня тут есть щуп. Так, 33 градуса. И вносим хлористый кальций, поскольку молоко у меня пастеризованное. Хлористый кальций. 10 мл 10% раствора, разведенной в 50 мл обычной воды. И я вношу сюда. И тщательно его размешиваем. Так, размешали хлористый кальций. Так, сычужный фермент. Это пепсин. Для таких вот сыров сычужных вносится он из расчета 8-10 мл на 10-80 литров молока. Вот 10 мл разведено на 50 мл обычной воды. И мы теперь вносим и тщательно перемешиваем. Так, останавливаем движение. И ставим крышечку. Как только она остановится, мы засекаем время. И потом умножаем это время на 3,5. Это будет время формирования молочного сгустка. Так, прошло 15 минут. Вот. Все, оно стоит, пристыло, поэтому 15 минут умножаем на 3,5. Получается 58 минут. Ну, в общем, из них прошло 15, еще 45 минут мы оставляем молоко, сгусток созревать. Потом его нарежем. Так, прошел 1 час. Вот у нас образовался такой сырный сгусток. И сейчас мы его проверим. И теперь мы его будем резать где-то 1 сантиметр. Вот сыворотка образовывается.
После измельчения сырного зерна вот на этом этапе температуру необходимо поднять до 38 градусов, чтобы лучше отошла сыворотка. Сыворотка отошла. Теперь будем доставать сырное зерно. Прошло 15 минут. И сейчас мы в формочку ее скинем. Вот так вот, используя обычное сито, я уберу немного сыворотки, чтобы мне было легче потом собрать сырное зерно. Вот такие у меня есть специальные сырные формочки на 1 килограмм. Несколько штук у меня тут в хозяйстве. И вот таким вот ковшичком я наполняю эти формочки и ставлю на дренажный поддон. Сыворотка будет стекать, и сырное зерно будет оседать под собственным весом. И меридинский сыр я прессовать не буду. Вот такая формочка у меня есть на полкилограмма. Итак, шумовкой уже остатки быстренько я сейчас откину на дренаж. Вот такую дренажную систему я соорудил. Практически я наполнил 2 килограммовых формы и одну на полкилограмма. И теперь я оставлю на час-полтора сыворотку стекать, а сырная масса будет уплотняться. Итак, прошло примерно 1,5 часа. Смотрите, насколько осела сырная масса в формочках. И сейчас надо сделать переворачивание. Такая себе сырная эквилибристика. Формочки специальные, пластмассовые, мягкие. И вот, используя тарелочку, просто переворачиваем. И все. Вуаля! Вот сыр уже приобрел форму. Он еще очень нежный, мягкий. Обращаться с ним нужно аккуратно, чтобы он не разрушился. И вот так вот в результате нехитрых манипуляций, ловкость рук и никакого обмана. Смотрите. И вот таким образом, первый раз перевернув сырную массу, я оставлю оседать и уплотняться сыр под собственным весом еще на час-полтора. Итак, прошло еще 1,5 часа. Сыр заметно уже уплотнился. И на этом этапе уже можно его подсаливать. Если вы хотите получить сыр эмеретинский с таким соленым вкусом, с подсоленным вкусом, на этапе второго переворачивания вы можете обычную соль взять, поваренную, и на свой вкус натереть сыр со всех сторон. Полкилограммовую головку сыра я натираю примерно в размере 1 чайной ложки соли. Сыр еще очень мягкий, но он уже хорошо держит форму. Если вы готовите свой сыр эмеретинский из натурального коровьего молока, цельного молока, то на этом этапе вы можете не солить сыр, а приготовить в последующем, после того, как сыр наберет кислотности, приготовить сыр сулугуни. Вот именно здесь я хочу вам сказать, раскрыть страшную тайну. Что бы я ни делал с пастеризованным
молоком магазинным для того, чтобы приготовить сыр сулугуни, то есть для того, чтобы сыр эмеретинский набрал кислотности. Я использовал различные методы, способы. Я его выдерживал, я использовал лимонную кислоту, я использовал уксус. Но из магазинного молока приготовить сыр сулугуни у меня не получилось. Если у кого-то из вас это получилось, у вас есть такой опыт, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я буду рад с вами связаться, и вы научите меня делать из магазинного пастеризованного молока сыр сулугуни. Из магазинного молока у меня эмеретинский сыр тупо не плавится. Вот в таком виде у меня провел сыр ночь. На кухне при комнатной температуре мы получили молодой эмеретинский сыр, который уже можно потреблять. Сыр прекрасно уплотнился. И теперь я хочу его взвесить и посмотреть на результат. Что у меня в итоге получилось из 8 литров магазинного пастеризованного молока. Вот такая у меня большая головка, 560 грамм. Две головки это 1446 грамм. И еще одна у меня небольшая головка. В итоге я получил 1450 грамм готового эмеретинского сыра из 8 литров магазинного пастеризованного молока. Я вам скажу, друзья, что этим результатом я абсолютно доволен. Ну а теперь пришло время посмотреть, что у нас получилось в результате на разрезе. Сыр выглядит прекрасно. Такой яркий молочный у него запах. На этапе переворачивания я делал 3 переворачивания, я его посолил. И вот посмотрите, что у меня получилось. Смотрите, какая идеальная текстура. Сыр мягкий, нежный, пористый. Вот такой сыр можно использовать, если вы захотите приготовить хачапури, если вы хотите приготовить салат с сыром, если вы хотите просто сделать на завтрак бутерброд. Это будет идеальный продукт. Вот, в принципе, и все на этом, друзья. Очень легко и просто дома своими руками из обычного пастеризованного магазинного молока приготовить вполне достойный эмеретинский сыр, используя хлористый кальций и пектин в качестве закваски. Я думаю, таким результатом вы останетесь довольны. Друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на канал Food Court, оставайтесь со мной на канале, вас ждет много вкусных и интересных рецептов.